Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Захотелось поработать? Ляг, поспи, и все пройдет. А вот мне что-то не спалось. Бессонница. Сидела, резала ткани. Полосками по 6 сантиметров, а длиной по ширине ткани, как получится. Творить хочется прекрасное, со страшной силой. Полоски 6 цветов. Подбирала те, которые мне понравились. А сейчас надо все эти полоски сшить между собой. В одно большое полотно будем собирать по 6 полосок разного цвета в нужной нам последовательности, то есть произвольной. Думаю, вы все узнали эти ткани. Заказывала я их в интернет-магазинах. Конечно, не сразу все ткани подобрались под этот проект, собирала потихоньку. Ведь когда тканей много, можно уже что-то придумывать. Это наши российские ткани: бязь, сатин, поплин. Когда шьем, то нитки берем нейтральные, серые. Длину стежка делаем маленькой, около 3 мм. Полоски сшиваем длинными сторонами вместе, сразу все детали, гирляндой. Нитки не обрываем. В конце и в начале каждой детали обязательно делаем закрепки. Заготовки мы будем потом резать, и все это надо для того, чтобы швы не разъехались. Шов прокладываем на ширину лапки. Прошили, соединили синие детали, переходим к бежево-коричневым. Также сначала соединяем по 2 полоски, потом к ним присоединяем 3-ю. А теперь очень ответственный этап – работа с утюгом. Это натуральный хлопок. И если мы сейчас не проутюжим швы, потом к ним будет практически не подобраться. Обратите внимание, швы мы разутюживаем на 2 стороны. Дело в том, что потом мы будем резать эти детали, и лучше, если припуски на швы будут направлены в разные стороны. А теперь соединим вместе заготовки из 3 полосок, чтобы получилось полотно из 6 полосок. Да, красота. Красота – страшная сила. И с каждым годом все страшнее и страшнее. Держите меня, 7. Что-то я разошлась не на шутку. Нашила сразу много заготовок. Теперь приступим к самому интересному. Заготовки тщательно проутюжили, швы все расправили, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. Когда начинаю называть размеры, всегда вспоминаю анекдот, когда Петька и Василий Иванович встречаются, и один другого спрашивает, сдал ли тот экзамен по математике, а тот отвечает, ну, меня спросили, сколько будет 0,5 плюс 0,5. Ну, я нутром чую, что это литр будет, а математически выразить не могу. А у меня заготовка, ширина 28,5 сантиметров. К этому размеру прибавляем 1,5 сантиметра. Получается 30 сантиметров. Именно такую длину этой широкой полосатой детали мы отмеряем и отрезаем. А потом складываем попарно одинаковые детали лицом к лицу, выравниваем срезы, совмещаем соединительные швы и закалываем все булавочками. После этого по верхнему краю, по длинной стороне от угла откладываем 1,5 сантиметра и рисуем отметку. То же самое делаем и с другой, противоположной стороны, по диагонали. А потом рисуем линию, соединяем эти 2 точки. То же самое делаем и на всех остальных деталях. Эти линии нам нужны как ориентир. Мы прокладываем строчки по обе стороны от этой линии. Следите за тем, чтобы расстояние от иголки было одинаковое с обеих сторон.
И еще, детали большие, много швов и соединений. А строчки мы ведем по косой, по диагоналям. Чтобы ткани не смещались и не растягивались, следите за тем, чтобы они шли равномерно. Придерживайте ткани 2 руками и ничего не тяните. Где-то за косой, косил косой, косой косой. Знаю, что мои советы кому-то покажутся ненужными и нудными, но я специально останавливаюсь на этих моментах. Думаю, что новичкам это пригодится. После того, как детали прошили, их надо проутюжить, а потом разрезать между швами по нарисованной линии. И смотрите, какая прелесть! Из одной заготовки получаются 2 квадрата с разным рисунком. Всегда любила геометрию. Режем все остальные заготовки, и уже из нескольких деталей можно собрать красивый узор. При этом вариантов может быть множество. Все зависит от расположения полосок. Конечно, все детали надо тщательно проутюживать, но работаем утюгом осторожно, чтобы не растянуть заготовку по диагоналям. Узор может быть разный. У меня еще не все детали нашиты, но посмотрите, как уже интересно получается. Детали получились 23 на 23 сантиметра. В принципе, из 4 таких квадратов можно сшить одну сторону декоративной подушки. Как раз ткань уйдет в швы, и готова подушечка 40 на 40 сантиметров. Но я не буду торопиться. Дошью все заготовки и поиграю с цветом и расположением полосок. Тем более, что приготовила я их с запасом. Надеюсь, что хватит на покрывало. Красота спасет мир. Красота – страшная сила. Красота требует жертв. И скажите, как эта страшная сила, которая требует жертв, может спасти мир? Пойду подумаю. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!